Большинство людей знают, насколько хороши собаки-терапевты, потому что они помогают людям любого возраста, которые страдают от сложных или стрессовых ситуаций. На самом деле есть собаки-терапевты для решения любых проблем, которые только можно вообразить, таких как судороги и гиперактивные расстройства. Есть даже собака-психотерапевт, которая помогает детям чувствовать себя в безопасности во время дачи показаний в зале суда. Если вы когда-либо бывали в зале суда для дачи показаний, вы знаете, каким это может быть стрессом. Представьте, что вам приходилось бывать там в детстве. Собака-психотерапевт может стать для них большим утешением в это время. Карл — всего лишь одна из многих собак-психотерапевтов, которые изменили жизнь одной молодой девушки. Взрослые дела часто пугают детей, особенно когда этим молодым людям приходится давать показания в зале суда. Однако часто это бывает необходимо, и одной маленькой девочке пришлось выступить свидетелем, когда мужчина причинил ей зло. Молодая девушка застыла, когда увидела мужчину, который причинил ей зло. Хотя никто не обвинял ее в том, что она испугалась, ее показания были важны, и все это понимали. Именно тогда пришел на помощь придворный пес по кличке Карл. Карл не был обычной собакой-психотерапевтом. Он был 5-летним белым боксером весом 65 фунтов и участвовал в кампании «Товарищи за мужество». Этот пес появлялся в залах суда, чтобы поддержать детей, которым приходилось давать показания. Собаки, участвовавшие в программе «Кинологический круг», были особенными и давали ощущение защищенности молодым людям, которым приходилось давать показания в зале суда. В настоящее время судебные системы США признают необходимость принятия мер, учитывающих травматические последствия, и собаки-терапевты являются лучшим выбором. Каждая собака-терапевт особенная в своем деле, но Карл уникален, потому что он глухой. Эта глухота является важным преимуществом, потому что он не может реагировать на шум в зале суда. Его единственная цель — сосредоточиться на том, кого он пытается утешить. Спокойное поведение Карла делает его очень популярным среди детей, с которыми он работает, плюс его рост позволяет им чувствовать себя защищенными. Иногда он надевает нелепые наряды, чтобы прийти в зал суда и успокоить детей. Было трудно обучать Карла, потому что он был глухим. Джоанна, тренер Карла, помогла 3 боксерам стать собаками-терапевтами, прежде чем нашла Карла, и никогда не обучала глухих собак. Ему требовалась другая дрессировка, поскольку он не мог слышать команды. Джоанна нашла творческий способ помочь Карлу выполнять команды, потому что она научила его американскому языку жестов. Поэтому она могла подписывать его приказы, позволяя ему преуспевать в своей работе, потому что он знал, что от него требуется. Карл — собака с особыми потребностями. Но он преодолел свои трудности, чтобы стать собакой-терапевтом. Ему нравится доставлять радость всем, кого он встречает, включая пожилых людей и детей. Кроме того, его инвалидность делает его отличной собакой-психотерапевтом в зале суда. Собаки-психотерапевты в программе «Собачий круг» предназначены для того, чтобы с грустью было легче справляться. Они дают детям, дающим показания, смелость говорить правду, и этот процесс проходит гораздо менее напряженно, потому что у них есть пушистый друг. С маленькими девочками не должны случаться некоторые вещи. Одна молодая леди знала, что мужчина причинил ей зло, и он должен был присутствовать в зале суда, когда она будет рассказывать свою историю. Она боялась его увидеть, но Карл был рядом, чтобы успокоить ее. У Карла была серьезная проблема на работе. Большинство детей не знали американского языка жестов, поэтому не могли с ним общаться. Джоанна поняла это и придумала способ решить эту проблему. Джоанна научила Карла специальному жесту рукой, что сделало его очень популярным в качестве собаки-психотерапевта в зале суда. Дети верили, что у них с Карлом есть сверхсекретный код, и они могут заставить его прийти к ним. Благодаря этому он много раз спасал положение. Использование собак-психотерапевтов в залах суда очень приветствуется, особенно для молодых жертв, которые должны давать показания. Одной девушке очень нужна была собака-психотерапевт, и она обратилась к Джоан, чтобы задать ей несколько непонятных вопросов, прежде чем войти в зал суда. Дело этой молодой девушки было сложным, поэтому она спросила Джоан, может ли Карл защитить ее. Она боялась всего после того, как расправилась с человеком, который причинил ей зло, поэтому Карл был для нее важным помощником.
Карл сидел с девушкой во время дачи показаний и подготовительных занятий. Это придало ей смелости, необходимой для того, чтобы рассказать свою историю, хотя она и была страшной. Войдя в зал суда, она застыла, боясь встретиться взглядом с этим человеком. Молодая девушка быстро подала знак Карлу, чтобы он подошел и сел рядом с ней. Это обеспечило ей необходимый комфорт и безопасность. Карл просто сидел рядом, и она провела лапками по его шерсти, чтобы набраться сил, необходимых для того, чтобы сказать свое слово. Эта маленькая девочка давала показания вместе с Карлом. Благодаря этому она прошла весь процесс без проблем. Вся подготовка принесла свои плоды, но никто не ожидал того, что произошло сразу после суда. История о Карле и о том, что он сделал, распространилась в интернете со скоростью лесного пожара и достигла миллионов людей по всему миру. Всем понравилось то, что он сделал для девочки, и это привлекло внимание к программе K-David Circuit. Когда судебный процесс закончился, Карл продолжал оказывать поддержку детям, которые давали показания. Он не исчез внезапно из их жизни, когда все закончилось. На самом деле, он поддерживает их и за пределами зала суда. Карл идет по жизни, даже не осознавая, что он герой для детей, с которыми сталкивается. По-прежнему работает психотерапевтом в зале суда и делает свою работу как можно лучше. На самом деле, его инвалидность его не остановила. Карл не относится к детям как к пациентам, которым нужно помочь. Он всего лишь хочет быть их другом. Маленькая девочка не только получила от него защиту, но и этот пес-терапевт получил от нее ласку и любовь, а этого хотят все собаки. Каждая собака-терапевт хочет любви и внимания, и это справедливо для всех домашних животных. Однако эти собаки особенные, потому что они обеспечивают дружеское общение и безопасность тем, кто в этом нуждается. Бумер помогает своему другу в суде по делам несовершеннолетних. Собаки-психотерапевты используются не только для дачи показаний в суде. Они также могут помочь судьям. Поскольку судьи часто работают подолгу и напряженно, им нужны дружеские объятия щенков. Судья Латтимор нашел новых друзей в лице этих собак-психотерапевтов. Собаки-психотерапевты не просто работают. Они также являются друзьями для детей, которые нуждаются в помощи в стрессовые моменты, например, во время дачи показаний в зале суда. Вот Дюпон, еще одна собака-психотерапевт, которая является другом в суде по делам иждивенцев. Как правило, собаки-терапевты работают круглосуточно, чтобы оказать поддержку нуждающимся людям. Некоторым из них нравится дневная смена, но другие встают рано. Тем не менее, они никогда не упускают возможности подарить любовь и свет другим. Собаки-терапевты в любом сообществе оказывают большое влияние на других, даже не подозревая об этом. Вот Дюпон и Эсси, у которых есть возможность расслабиться после долгого дня, посвященного распространению любви. Команда «Компаньон для смелости» обладает одним из лучших преимуществ своей работы, потому что они получают массу внимания и любви. Каждый хочет одарить этих собак-терапевтов любовью, когда у него появляется такая возможность. У вас не может быть только одной собаки-терапевта месяца, потому что все они отлично справляются со своей работой. Это не имеет значения, потому что они не зацикливаются на подобных вещах. Эти собаки-терапевты заботятся только о том, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и были любимы. В залах суда людям приходится долго ждать, поэтому важно быть терпеливыми. Здесь вы можете видеть, что Карл очень хорошо это понимает. Он приучил себя сидеть на скамье подсудимых и спокойно ждать, пока не придут его друзья. Эта программа процветала на протяжении многих лет, поэтому у нее много собак-психотерапевтов. Это означает, что они могут помочь большему количеству людей, чем когда-либо прежде. Поскольку Карл был одним из первых, он проложил путь для запуска других программ, помогая детям по всей стране, которые должны дать показания. Этой маленькой девочке удалось дать свои показания, в результате чего плохой человек был осужден. В конце концов его заперли, чтобы он больше никому не мог причинить вреда. В некотором смысле все это произошло благодаря собаке-психотерапевту по имени Карл. Белла любит внимание. Она спокойная и преданная. Милый доберман Пинчер — одна из многих собак, участвующих в программе «Кинологический круг»,
которая обеспечивает уверенность и безопасность детям, дающим показания в залах суда. Бумер — еще одна собака-терапевт, участвующая в программе Circuit. Этот помесь Шелти и Пуделя много лет был собакой-терапевтом, прежде чем присоединился к программе Circuit. Теперь он даже помогает обучать взрослых, которые хотят подготовить своих собак к такой работе. Дейзи Мэй — маленькая милашка, которая работает собакой-терапевтом с 2011 года. Этот чистокровный померанский шпиц работает в команде зоотерапевтов детской больницы Немур в Орландо и больницы Арнольда Палмера. У Кенная была тяжелая жизнь в щенячьем возрасте, и американского Аттика наконец-то спасли. Сейчас его жизнь наладилась, и он помогает другим людям сохранять спокойствие. На самом деле, ему нравится, когда все его новые друзья гладят его по животу. Матильде нравится, когда ее называют Тилли, а ее настоящее имя означает «могучая в бою». Это очень уместно, потому что в детстве она сильно болела, и ее бросили. Ветеринары вылечили ее, и теперь она герой для всех, кого встречает. Эсси родилась в 2012 году, и ее пришлось спасать. Эта смешанная порода наконец научилась быть собакой-терапевтом, поэтому она знакомится с кучей людей и любит их всех. Ей больше всего нравится быть частью сообщества «Компаньоны замужества». Джози пришлось спасать в 2008 году, и она выучилась на собаку-терапевта. Как только ее обучили, она стала помогать другим. На самом деле, с тех пор, как ее представили, она проработала более 2000 часов, помогая пожилым людям, детям и всем остальным. Маверик — красивый золотистый каракуль, родившийся в 2014 году. Он сертифицирован как собака-терапевт и с удовольствием ходит к людям в школы и дома престарелых. На самом деле, он демонстрирует свою пушистую шерсть в надежде получить больше объятий.